Здравствуйте, друзья! В этот раз я поделюсь с вами технологией, которая поможет вам в обустройстве самого дешевого, но при этом утепленного и, самое главное, водостойкого пола. Вот так выглядит этот пол в разрезе. На стяжку мы сначала кладем прокладку из пенополиэтилена толщиной 3 мм. Эта прокладка компенсирует мелкие неровности стяжки. Прокладку застилаем полиэтиленовой пленкой. На полиэтиленовую пленку укладываем слой экструдированного пенополистирола, на верхней поверхности которого закрепляем края пленки с помощью скотча. И, наконец, завершаем этот бутерброд слоем из самого дешевого ламината. Второй бонус этой технологии – отсутствие плинтусов. Вместо плинтусов я предлагаю использовать герметичный деформационный шов. Ведь речь у нас идет о настоящем водостойком поле, а не о пародии на него. Чтобы рассеять ваше недоверие к данной технологии, сразу доложу, что перед реализацией этой идеи я произвел тщательные испытания. В частности, я в течение суток прикладывал к экструдированному пенополистиролу давление 20 тонн на квадратный метр и никаких изменений не зарегистрировал. Еще сутки я испытывал ламинат вместе с пенополистиролом под давлением 133 кг на 15 квадратных сантиметров и не обнаружил отклонения стрелки индикатора. Ну, а теперь давайте перейдем к подробностям. Данная технология не требует идеального выравнивания поверхности, на которую будет укладываться пол. Но все же желательно, чтобы отклонение не превышало 1-2 мм на метр. Так что для выравнивания стяжки я изготовил из слесарной линейки и отрезка металлического профиля вот такое правило. А для перемешивания стяжки я использовал приспособление, которому уже больше 30 лет. Оно оказывает меньшую нагрузку на высокоскоростную дрель по сравнению с фабричной миксерной насадкой, которая может такую дрель вывести из строя. Замеры показали, что нет необходимости выравнивать весь пол, а будет достаточно залить стяжкой только некоторые места, которые я отметил фломастером по итогам измерений. Так как слой стяжки получился очень тонким, а дело было летом, то мне пришлось несколько дней увлажнять стяжку и укрывать ее полиэтиленовой пленкой, чтобы стяжка не растрескалась. Зато тонкий слой стяжки высох всего за пару недель. Как видите, на моих балконах нет прямых углов, да и поверхности не отличаются прямолинейностью. Кроме этого, из-за отказа от использования плинтусов мне требовалось обеспечить аккуратные зазоры между краями ламината и стенами. Так что сначала я попробовал использовать для разметки бумажные шаблоны. Но первый же опыт показал, что вырезать достаточно точный шаблон из бумаги тоже не так просто, как я думал. Либо нужно было делать точные замеры, либо использовать метод приближений, при котором приходилось несколько раз понемногу подрезать бумагу ножницами. В конце концов я на скорую руку изготовил две малки из слесарных линеек, просто скрепив их винтами. Это позволило значительно ускорить разметку и пенополистирола, и ламината. Когда же потребовалось разметить на материале контуры криволинейных поверхностей, я использовал инструмент, похожий на циркуль с колесиком. Собрал я его из пары подходящих железных планок и маленького шарика подшипника. Инструмент получился несовершенным, так как при копировании нужно было все время следить за параллельностью его перемещения. Но ради одного этого проекта я не стал выдумывать что-то более сложное. При резке пенополистирола электролобзиком образуется много стружки, а резать этот материал ножом неудобно. Я изготовил из листового стеклотекстолита пилку по образцу фабричной пилки. Такая пилка быстро нагревается при трении о пластик и позволяет получить аккуратный срез с минимальным количеством мусора. Для обеспечения водостойкости ламината на стыках я пропитал соединительные замки лаком. А чтобы ускорить этот трудоемкий процесс, я использовал одноразовый шприц и кисть с короткой жесткой щетиной. Кроме экономии времени, такая технология снижает испарение растворителя из банки.
Чтобы покрыть замки лаком со всех сторон, каждый блок приходилось фиксировать 4 раза. На один блок ламината у меня уходило 5-6 минут напряженной работы. Так что вы можете умножить это время на 2 и посчитать трудозатраты. Возможно, целесообразнее будет сразу купить водостойкий ламинат. Но в этом случае вам придется его протестировать. Сначала измеряем с самого края толщину ламината, а затем кладем на край блока мокрую тряпку. Утром снова производим замер толщины. В данном случае край блока разбух на 0,32 мм. Конечно, прежде чем лакировать все замки на блоках, следует сначала произвести контрольную сборку лакированного замка. Должен предупредить, что замки немного разбухают под действием лака, что усложняет последующую сборку. Каждый блок ламината приходится забивать киянкой. Когда же сборка приближается к стене, то приходится использовать и специальное приспособление. Но зато при этом соединение блоков получается чрезвычайно плотным. А вот весь процесс за 1 минуту. Начал я с того, что подогнал блоки пенополистирола к полу, промаркировал их и сразу удалил. Затем уложил на бетон пенополиэтилен толщиной 3 мм. Поверх расстелил полиэтиленовую пленку толщиной 100 микрон. Затем разложил листы пенополистирола и закрепил на них скотчем края полиэтиленовой пленки. Ну и наконец уложил блоки ламината. Так как я живу на юге, то выбрал пенополистирол толщиной всего 30 мм. Заявленная же плотность пенополистирола была 35 кг на кубометр. Однако на самом деле она оказалась всего 28 кг на кубометр. Конечно, после проведенных тестов можно было бы смело выбрать плотность еще в 1,5-2 раза меньше, что снизило бы не только затраты, но и теплопотери. Чтобы сэкономить на фабричных лотках для краски, я научился изготавливать одноразовые лотки из пластиковых бутылок. Когда лоток загрязняется, я вырезаю из бутылки новый лоток и прикручиваю его к старому основанию. Вместо цилиндров одноразовых шприцев вы можете использовать деревянные бруски подходящей толщины. Наливать лак в лоток удобнее из бутылки, поэтому я его переливаю из банки в бутылку с помощью вот такой одноразовой лейки. Ламинат я покрыл 2 слоями нитролака. Наличие второго слоя лака на глянцевой поверхности хорошо контролировать в отраженном свете. У меня не было возможности установить источник света в нужное положение, поэтому я использовал карманный фонарик. Нитролак обладает высокой прочностью и водостойкостью. Кроме этого, он очень быстро сохнет, что позволяет в случае повреждения покрытия легко произвести мелкий ремонт. Места распила ламината я тоже покрыл лаком, причем вместе с участком стены, который должен был контактировать с деформационным швом. Обычно деформационный шов заполняют пробковым герметиком, но он очень дорогой, и к нему требуется специальный пистолет. Но я и тут нашел бюджетное решение. Мой деформационный шов состоит из поролоновой прокладки и слоя силиконового герметика. Поролоновая прокладка ограничивает толщину слоя герметика, что обеспечивает последнему требуемую эластичность. Один из моих балконов используется для сушки белья, так что пол прошел испытание сразу же после окончания работ и полностью оправдал мои ожидания. Другой балкон позволил мне немного расширить мастерскую, а главное обеспечить в ней микроклимат и летом, и зимой. Подписывайтесь на канал только если вам понравился ролик. До встречи на канале.